Кремль начал войну с сатаной, Лукашенко рассказывает, от чего вздрогнет мир, а Шольц говорит о всеобъемлющем контроле Балтийского моря. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россиян призывают разобраться с собой и изгнать дьяволов. Почему Кремль взялся за ад и к чему приведут призывы пропагандистов? Сатанизм, он должен быть запрещен и объявлен экстремистской международной идеологией. Лукашенко и парад. В Минске заявляют о независимости и угрозах. Чего добивается самопровозглашенный? Прецедент в судебной практике РФ. Невзорова и его супругу признали экстремистским объединением и отобрали все имущество. Что означает это решение судей для других граждан России? Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Кроме того, оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Украина создала дальнобойные дроны и ракеты, но не может масштабировать производство из-за проблем с финансированием. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. Авторы издания уточняют, что сейчас Киев имеет на своем вооружении БПЛА, которые могут преодолеть более 1500 километров, а также ракеты, способные поражать цели на расстоянии 700 километров. Кроме того, Defense News сообщает, что сейчас как украинские чиновники, так и европейские, а еще и генсек НАТО Столтенберг хотят добиться того, чтобы Украина не имела ограничений по дальности нанесения ударов на территории РФ с западным оружием, в частности, ракетами США. Но в Вашингтоне не спешат снимать табу по ряду причин. Существует также фактор эскалации. Россия является страной, обладающей ядерным оружием, и неоднократно угрожала применить это оружие во время войны, хотя этого так и не произошло. Российское правительство также может оказывать давление на США и других союзников в других странах, поддерживать группы боевиков, нацеленные на американские войска, или проводить ограниченные атаки в городах Европы. Украина, кстати, ни разу не использовала для ударов по российским НПЗ западное оружие. В целом же эти атаки по нефтеперерабатывающим заводам – хорошие санкции. Об этом пишет Forbes. По словам вице-президента Киевской школы экономики Элины Рыбаковой, которую цитирует издание, удары по НПЗ влияют на уровень продаж сырой нефти, а от этого зависит и ее цена, а точнее снижение стоимости. У РФ нет мощностей, чтобы перерабатывать столько нефти внутри страны, но необходимо все равно ее добывать, поскольку остановка добычи и восстановление очень дорогие. Значит, кто-то другой будет перерабатывать и зарабатывать маржу, только не в России. В России же потерь нет, а санкции не работают. Это уже традиционное заявление. На этот раз Путину о победах РФ дрожащим голосом отчитался председатель правления «Газпромнефть» Дюков. Говорит, что для добычи нефти в России есть все оборудование, но все же части не хватает. В настоящий момент, если говорить о дефиците какого-то оборудования, то это всего 200 позиций. 1200 позиций – это та работа, которая была проделана за последние годы. И, в принципе, каждой технологией и видом оборудования, которую мы научились производить, этим можно гордиться. Мы ставим перед собой задачу к 2027 году, соответственно, этот дефицит устранить. И будем, соответственно, полностью, что касается оборудования, по технологиям мы импортонезависимы и полностью независимы технологически. По оборудованию есть вот эта небольшая зависимость. Лукашенко считает Беларусь независимой. Об этом самопровозглашенный заявил, говоря о 3 июля, который называют так называемым Днем независимости Беларуси, и вспоминая события Второй мировой войны. Я убежден, те июльские дни 44-го, в самых светлых своих мечтах люди видели уже Беларусь именно такой, какой мы видим ее сейчас. Независимый, красивый, а главное мирный. Конечно же, не обошлось и без угроз. Уже 3-й год Лукашенко бредит нападением на Беларусь, рассказывает о его направлениях. Накануне он вновь сказал, что кто-то хочет втянуть страну в разборки и довести эскалацию до того, что мир вздрогнет. Но вздрогнули лишь белорусские военные, которых выгнали на репетицию парада в проливной дождь.
На вооружении армии Республики Беларусь находится порядка 1300 танков Т-72Б. Это достаточно большое количество, с учетом того, что это все-таки модифицированная бронетехника. Кроме этого, вооруженные силы Республики Беларусь — это порядка 55 тысяч личного состава. Из них 15 тысяч — это гражданские. Сухопутные войска Республики Беларусь насчитывают до 24 тысяч. Наиболее боеспособными являются 3 бригады. 38-я гвардейская, так называемая Брестская, 103-я Витебск, место постоянной дислокации, и 5-я отдельная бригада спецназначения Марина Горка. Таким образом, Республика Беларусь в случае непосредственного участия в вооруженной агрессии против Украины может выставить порядка 15, максимум 20 тысяч. Но главное, коллеги, о чем мы следуем не забывать: боевого опыта у вооруженных сил Республики Беларусь нет. Польша и Германия стали жертвами волны миграции, которую организовали Лукашенко и Путин, говорит премьер-министр Польши Дональд Туск. Он уточняет, что Польша страдает от штурма границ, а Германия является конечной точкой этой миграции. Кроме того, Туск считает, что Европа может стать самой мощной военной силой в мире. Польша в настоящее время тратит огромные суммы на оборону. Я хочу, чтобы мы координировали нашу оборону с другими странами и усилиями других стран, как с финансовой, так и с технологической точки зрения. Мы, Польша, Германия, Европа, способны стать самой большой военной силой в мире. Единственное, что нас останавливает, это отсутствие координации в наших действиях. Тем временем Шольц, который побывал с визитом в Польше, где прошли, кстати, первые с 2018 года межправительственные переговоры, заявил о сотрудничестве в военной сфере с Варшавой и отправил сигнал Лукашенко, вспоминая защиту восточного фланга НАТО. Безопасность Польши — это также безопасность Германии. Мы будем отстаивать ее как соседи, как союзники по НАТО и как партнеры в Европейском Союзе. Наша солидарность и наша общая торговля — это наша общая сила. Осознавая это, мы будем целенаправленно расширять наше сотрудничество в сфере безопасности, объединять наши возможности и координировать действия друг с другом. Конкретно это означает, что мы вместе займем лидирующие позиции в регионе Балтийского моря и в защите восточного фланга НАТО. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Еще один визит обсуждают в мире. Это визит Орбана в Киев. Оказывается, по словам венгерского премьера, он впервые за время полномасштабного вторжения приехал в Украину, чтобы, внимание, лучше понять потребности Киева. Но и, конечно же, чтобы вновь сказать, что пора садиться за стол переговоров. Я рассказал господину президенту, что его инициативы требуют много времени из-за правил международной дипломатии. Поэтому я попросил господина президента подумать о том, нельзя ли поступить немножко иначе. Остановить огонь, а затем вести переговоры с Россией, ведь прекращение огня ускорило бы темпы этих переговоров. Я обсудил эту возможность с президентом и благодарен ему за честные ответы и переговоры. Какими были эти честные ответы, сначала было неясно. Зеленский, как отмечают украинские журналисты, лишь отметил, что Венгрия положительно отнеслась к мирным инициативам Украины на саммите в Швейцарии. А уже спустя некоторое время в офисе президента Украины заявили, что выслушали Орбана, но имеют свои специальные инструменты и цепочку действий для завершения войны. И если Россия не будет говорить ультиматумами, то ее будут ждать на саммите мира. У России новый враг, о котором вот уже несколько дней гудят все пропагандисты Кремля и депутаты Госдумы. Россияне решили бороться не только с нацизмом, которым пугали всех любителей телевизора, а теперь еще и с сатанизмом. В Госдуме даже собрали круглый стол. Мы сегодня, как та держава, которая заявила о себе зримо ощутимо во всем мире, как лидер по защите здравого смысла прежде всего и традиционных ценностей, не можем не сделать следующий шаг и не навести порядок внутри себя. И начинать здесь, конечно же, нужно с таких основополагающих вещей, как признание идеологии сатанизма, экстремистской идеологии. Это по примеру того, как было сделано с ЛГБТ, экстремистским движением, запрещенным в России. А то же самое сейчас предстоит сделать отечественному законодателю с сатанизмом. Еще раз, сатанизм, он должен быть запрещен и объявлен экстремистской международной идеологией. В РФ уверены, что сатанизм популярен среди молодежи благодаря субкультурам квадробинг, фури и тирианы. Рыдает
и мечется Люцифер. Кремль официально дипломатические отношения с Садом разрывает и, вероятно, закрывает все визовые центры. То есть вот это забавное сборище из попов, генералов, обесцвеченных перекисью теток, оно теперь решило запретить и это. Всякие следы, всякие упоминания, сувениры, литературу, любую рекламу дьявола. Ну, в общем, надо за них порадоваться, что они нашли причину своих бед. И под запретом теперь в России, собственно, сам Невзоров и его супруга Лидия. 2 июля районный суд Санкт-Петербурга признал их экстремистским объединением и буквально отжал у супругов все имущество на территории России. Речь идет о 3 земельных участках, доме и автомобиле, а также о доле в юридическом лице. Радио «Свобода» пишет, что ранее юристы называли требования прокуратуры Петербурга признать Невзоровых экстремистским объединением с последующей конфискацией имущества случаем, которого никогда не было в российской судебной практике. Адвокаты предполагали, что иск прокурора – это тестирование новой схемы отъема собственности у инакомыслящих. Друзья, спасибо вам в очередной раз за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то напомню, нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом и отправляйте свой донат, или же становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.